Ну привет, мои маленькие любители больших мечей! Вы только что посмотрели распаковку фигурки от компании, которой давно не существует, 3А. Если понравилось, ставь лайк, а мы переходим к оценке. Без аристократа. Что я могу сказать про фигурку с таким огромным мечом? Начну я с плюсов. Думаю, аристократ был бы рад. Для меня это вот сколько я повидала на своем веку вот этих вот фигурок. Данный экземпляр, будем называть его Master 5, потому что я видела, что его где-то там на форумах, на разных сайтах, где он раньше продавался, его так называли. На самом деле у него название какое-то безумно длинное. Вот, на коробке оно есть. Название вы его видели, название ролика. Очень-очень крутой дезмаск. Если я правильно понимаю, то это дезмаск. Чем крут? Тем, что он необычный именно с точки зрения внешности. У него другой хохолок, у него немножко другое лицо. Да, у него там нанесена эта маска, но оно все немножко другое. Это очень круто, потому что это реально так отодвигает, скажем так, раздвигает границы тех дезмасков и вообще фигурок от Эшли Вуда с теми вот стандартными этими лицами, которые у них были в основе своей. Давайте так, тех лиц, которые видела в основном я у фигурок, которые были у нас на обзорах. Плюс рука. Это что-то новое, это что-то крутое, мне это очень нравится, это очень крутая задумка. Более того, я так понимаю, что это не просто так Master 5, у него есть некая своя история. Часть этой истории написана вот здесь на коробке, я правильно держу? Да, вот здесь на коробке. Но давайте так, я не буду вас заставлять ставить на паузу, пытаться переводить, я просто вам пущу перевод вот здесь. Вот. Текст. Будет перевод. Я переведу это для вас. Поэтому, да, у него есть некая история, любовная, нелюбовная. Я не совсем понимаю, потому что у Эшли Вуда, у него описательные тексты, они очень странные для меня. Как, я не знаю, как у философа. То есть ты вроде читаешь, вроде понятно, слова-то все как бы понятные, но сложить это в один нормальный текст у меня не получается. То есть он вроде нормальный. Ты его читаешь, там все связано, там предложения грамотно построены, но о чем текст понять невозможно. Наверное, надо знать вселенную и лор, которых я, знаю поскольку вот в обзорах сталкивалась. Все, если вы поняли, о чем текст, вы поняли, кто это такой. Для меня это некий дезмаск, Master 5, с огромным-огромным мечом и двумя большими гранатами. Гранатка, конечно, у него вот эти вот шикарные, большие. Они, кстати, по-моему, так и называются, гранаты Master 5. Да. Так вот, я думала, что у них вот эта вот штучка, это магнит. Не магнит, но очень похоже. Я, конечно, так, ой, ну ладно, ну не магнит, окей. Из плюсов много обвеса, очень крутая одежка, мне очень нравится эта одежка, очень крутые сапоги, как всегда, кожа, шнурочки, вот, просто сделано великолепно. Что еще? Лапки все с дополнительными вставленными в них пегами, это очень круто, это прям супер-мега-пупер классно, это прям плюс. Сумка дополнительная, классно. Зачем она, правда, отдельно, надели сразу на нее. Раз уж нацепили такое количество вещей, что бы сумку-то не нацепить. Куча гранат. Мне кажется, аристократ уже просто может, знаете, так вот лечь на пол и вот всеми гранатами со всех своих тряшек просто вот так вот обсыпаться, знаете. То они будут на него... Короче, надо ролик такой снимать, я поняла. Надо сделать клип под музыку про какой-нибудь эпичный. Аристократ лежит такой весь красивый, и на него вот эти гранаты сыпятся разные, белые, розовые, черные, с черепками и без. Что-то меня унесло, короче, возвращаемся к фигурке. Ну, если вам понравилась идея снять такой вот маленький безумный ролик с аристократом и гранатами, вы пишите в комментариях, я покажу это аристократу, и, может быть, мы с ним договоримся на эту тему. Вот. Переходим к минусам, они есть. Нету инструкции. Реально нет инструкции. Если была бы инструкция, я бы сразу поняла, что
вот эти штуки не магнитятся никуда, потому что я очень долго думала, куда же их втыкать, потому что для них особо места-то как бы и нет. Посмотрела фотки, поняла, что втыкать куда угодно. Если она не в руке, то можно вот в сумку засунуть. Второе. Это очень странный сустав, не совсем понимаю. Вот эта часть у фигурки, она очень странная. Она мягкая, ну, то есть, насколько я могу ее потрогать пальцем, она мягкая. Что меня смутило? При сгибании, то есть, здесь сустав на шурупе, это прям круто, то есть, он прям мощный. При сгибании, то есть, рука вот в этом месте, она хорошо сгибается, но вот в этом месте она очень странно выгибается. Ощущение, что она внутри полая. То есть, там идет такая в виде волокон, в виде мышц трубка, которая, по идее, должна быть чем-то, видимо, наполнена. Но ощущение, что она ничем не наполнена. И вот это мне непонятно. Если это задумка, ну, то есть, если так и должно быть, то это странно, потому что, ну, рука не держит меч. То есть, я ее сгибаю, а она начинает в этом месте как-то провисать. То есть, у нее хорошо вот этот сустав развит, вот он, я его могу поднять. Видите, рука как-то вот, как-то она... Непонятно, что с ней. То есть, в этом месте, насколько я могу, опять же, видеть, она целая. Целая вот такая прорезиненная трубка там идет. Что там не так, я не пойму. Если это так задумано, то это странно. Ничего не понимаю. Я не стала туда лезть и пытаться понять, что там не так, потому что там проводки, а как бы это не моя фигурка. И, возможно, оно так и должно быть, но мне не нравится, как это выглядит. То есть оно изначально при крупных планах, при сгибании руки, оно сгибается нормально, у нее все идет хорошо. Но вот здесь очень странный прогиб, непонятный. Ощущение, что реально трубка пустая, полая. То есть она плотная, но полая. Ну или это просто такой плотный шнур, плотный провод, просто толстый. Не знаю, как-то не очень мне этот нравится момент. Я даже не знаю, можно ли его занести в минус, или это, ну, просто, скажем так, знак вопроса, что это такое. Вот. В остальном он пахнет нафталином. Для меня это, конечно, минус. Ну ладно, выветрится на полочке. Но пахнет прям нафталином, прям вот этим, знаете, советским таким, который в шкафы клали, чтобы моли не было, эти шарики. Вот прям им пахнет. Ну, такое себе. Мне вот этот момент не очень нравится. Не знаю, отнести его в минус или оставить так, как типа придирка. В остальном минусов нет. Ну вот разве только рука. Я думаю, что аристократ разберется, что там не так с этой рукой, почему она так странно себя ведет. Потому что, ну вот, видите, очень странно, непонятно. Ощущение, что там реально резиновый провод. Я даже не буду это трогать, потому что я там сейчас натрогаю. Все. Вот этот ТК крутой. Будет у нас обзор еще на одного ТК. Вот он там, ну, похуже. То есть этот Death Mask, Tomorrow King, Pop-Bot, что-то много всего. И Tomorrow King написано на коробке, и Pop-Bot написано на коробке. Смотрите, какой арк. Все написано, непонятно в итоге, кто он. Death Mask, они, по-моему, в Tomorrow King все-таки были. Причем здесь Pop-Bot непонятно, но бог с ним. Вот, так и он послабее будет. И чтобы не пропустить вот этот ролик, подписывайтесь на канал, не забывайте, жмакайте колокольчик, показывайте и этот обзор друзьям. Опять же, если вам понравился обзор, ставьте лайк. А у меня на сегодня все. Заглядывайте к нам в соцсети. А мы и дальше будем радовать вас крутыми фигурками от Эшли Вуда. Всем пока!